Всем привет, это Денис Вейбер. Давным-давно, когда я только задумывал свой канал, я сразу записал в блокнот несколько идей для новых проектов. Среди этих идей были и города из игры Герои 3. Я просто записал Герои 3 в 3D, совершенно не представляя, смогу ли я когда-нибудь создать целый город по одной картинке не самого лучшего качества. Время шло, и я все больше прокачивал свое 3D с каждым завершенным проектом. И вот однажды я дошел в списке до первого города. На тот момент город Оплот стал для меня самым сложным проектом, как это часто и бывает. Город в Героях не просто одна или две постройки, а целый десяток, каждая со своими уникальными чертами и в то же время выдержанная в общем стиле. В видео про создание Оплота я много говорю и про саму серию Герои, поэтому обязательно посмотрите его, прежде чем смотреть это видео. Прошло еще некоторое время, и вот уже я создаю Некрополис. Моделировать второй город было не так трудно, как первый, но работы от этого не поубавилось. Надеюсь, у меня получилось передать зловещую атмосферу города скелетов и костяных драконов. Когда я планировал создание третьего города, то сразу знал, что это будет Инферно. На вид он выглядит сложнее других, во всяком случае мне так казалось. Художники хоть и на 2D картинке, но мега профессионально передали атмосферу города с помощью света и огня. Но одно дело восхищаться профессионалами, а другое пытаться сделать что-то самому. И сделать так, чтобы результат был не хуже оригинала. Сегодня я расскажу, как создавал здание для мрачного огненного города Инферно. Вместе с вами мы поностальгируем и вспомним всех его обитателей. А ближе к концу видео я покажу вам мою версию города расы Криган из культовой игры Герои 3 в 3D. Обязательно досмотрите видео до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться на канал Polyroad, чтобы ничего не пропустить. Судя по легенде, кригане – раса демонов, которые превратили некогда плодородные края в выжженный лавой пустырь. Это объясняет и такой зловещий вид туч, ведь местные озера выбрасывают в воздух огромное количество гари. В городе вы можете нанять бесов, церберов, дьяволов и других добрых демовидных ребят, которые каким-то образом умудряются уживаться все вместе. Ну и названия для зданий подобраны самые подходящие. Уже проверенная мной схема – взять общий список построек и моделировать их по порядку. Так я не смогу увильнуть от каких-нибудь сложных объектов, а потом сокрушаться о том, зачем я вообще все это затеял. Капитолий — это одно из главных зданий в городе. Именно с помощью него вы можете строить здания, а в своей максимальной комплектации он дает неплохой прирост золота каждый день. Здание стоит на огромной лестнице и выглядит действительно добротно. Демоны даже положили огромные красные ковры по пути следования посетителей Капитолия. И даже на крышу можно попасть напрямую по большой лестнице. На самом деле я почти в точности старался воссоздать каждую из построек. Лишь изредка я делал некоторые небольшие изменения. Например, логично было бы освободить здесь проход, убрав пару зубьев. Будем считать, я просто улучшал какие-то архитектурные недочеты. Следующее здание – самая высокая постройка во всем городе. И именно замок отвечает за качество обороны во время боя. Чем выше его уровень, тем лучше укрепление. Может показаться, что для некоторых моделек достаточно скопировать созданные части, потому что внешне они чем-то похожи. Но поверьте мне, кроме пары похожих деталей, других частей в постройке хватает. Уже сейчас, посматривая на картинку, я заметил, что в городе полно огня, и подумал, простите за каламбур, как у меня скоро будет подгорать. Я потратил на замок несколько часов, но в итоге мне понравилось, что его получилось передать так похоже на оригинал. Таверна, она всегда просто таверна. Место, где мы можем нанять героев. Больше ни для чего она, в общем-то, и не нужна. Так как картинка настолько маленькая, что особо непонятно, что лежит около стен домика, я включил воображение и додумал все сам. Я смоделировал настил из досок и поставил на него несколько больших ваз. Наспех сколотил деревянный стол и накидал камней и бревен рядом, а в одну из ваз положил что-то по типу картошки. Не думаю, что она могла бы храниться под всеми этими пепельными небесами, но и сам город в целом, согласитесь, не сильно похож на нашу реальность. Если вы помните Оплот, то в нем кузница напоминала пляжную кабинку для переодевания. В Инферно же это массивный дом с двумя большими трубами и адскими печами. Здесь вы можете купить обоз с боеприпасами, который пригодится в сражениях. Чуть позже я зажгу печи и добавлю в них то самое адское пламя, а пока я расставил несколько бочек и ваз по периметру. Склад ресурсов и рынок — это местный Стоунхендж. Склад соседствует с рынком и приносит каждый день 1 единицу ртути. На рынке же, как и во всех других городах, вы можете купить или продать любой ресурс. Не помню, чтобы я сам часто пользовался услугами рынка в игре, но игроки поразумнее, наверное, могли
слегка упрощать себе жизнь. Логично, что для колдовства героям нужно купить волшебную книгу. Когда вы первый раз посещаете гильдию магов, то покупая ее, получаете сразу несколько базовых заклинаний, а каждый новый этаж увеличивает их уровень. Не буду скрывать, гильдия магов моя самая любимая постройка во всем городе. Вы просто посмотрите на это высокое здание с огненными чашами и красными флагами на флагштоках. И это тот случай, когда моделька каждого этажа похожа на предыдущую. Орден огня увеличивает силу магии героя при его посещении и больше ничего. Видимо, это что-то вроде алтаря. Закопанные в землю куски заостренного металла и торус, через который они и проходят. Я потратил на его моделирование не так много времени и перешел к еще одному местному архитектурному элементу. Врата города куда более полезнее Ордена Огня. Они позволяют героям перемещаться между городами Инферно. Мне они напомнили щупальца, между которыми разгорелся костер. Просто и со вкусом. Я и не заметил, как сделал уже половину всех зданий в городе. И на очереди большой инкубатор. В инкубаторе живут черти, и живут они, видимо, прямо в огне. У постройки очень интересная форма, но не слишком практичная. Если сейчас инкубатор выглядит не очень серьезно, то на финальном рендере, поверьте мне, он выглядит пугающе. Кто-то раскидал несколько клеток и куски поломанных колонн и назвал это просто клетки. В этой постройке можно нанять трехголовых церберов. Средние по мощности, но с хорошей скоростью в бою. Большая дверь и несколько окон, видимо, ведут к тому, кто приглядывает за церберами. Пока моделька с дверью висит в воздухе, но когда я добавлю скалу на сцену, она будет точно вписываться в рельеф. Храм грехов – место, где обитают магоги. Башня храма чем-то напомнила мне стиль стимпанк. Большая цистерна на ножках, из которой через носик выливается расплавленная лава. Хотел бы я уметь придумывать что-то такое с нуля, а пока мне лишь остается восхищаться художниками игры. Работа шла достаточно быстро, но открою секрет, что моделирование такого проекта – это далеко не самое ресурсозатратное занятие. После создания всех моделек нужно сделать для них развертку, создать или использовать готовые текстуры, создать все окружение, настроить камеры и анимацию, и только потом отправить проект на рендер, который сам по себе может занять часов 50. Не буду вас грузить, ведь совсем скоро покажу, что у меня получилось из всего этого. Врата ада позволяют нанять рогатых демонов. Сквозь крышу торчат огромные рога, а сама крыша чем-то похожа на шляпу. Художник точно сделал отсылку к ковбоям, но от этого здание не потеряло своей уникальности. Вторая постройка точно повторяет первую, поэтому мне только оставалось скопировать ее. Если вы не знали, где находится преисподняя, то она находится именно здесь. Большой провал, 3 столба и диск с пентаграммой посередине. Именно так, по мнению создателей игры, выглядит это популярное место. Я какое-то время провозился с провалом, но потом все равно все удалил и сделал заново, встроив его в общий ландшафт. Огненное море и 2 золотые башни на нем. Хоть это строение и храм грехов никак не связаны, но художники продлили реку из храма, чтобы она впадала прямиком в море. По-моему, очень крутой ход. Думается мне, что это самая дорогая постройка в городе, и что-то мне подсказывает, что это необычная позолота. Ура! Это самое последнее здание, которое мне нужно смоделировать. Заброшенный замок и главные ребята во всем городе — архидьяволы. Сначала я подумал, что этот розовый оттенок создает солнце или какие-то другие источники. Но потом, расставив весь свет и настроив его, я понял, что так выкрашены бивни. Почему бы и нет? Кроме 3 башен, на горе стоит большое здание интересной формы с теми самыми бивнями. Я закончил со всеми постройками и стал подгонять их по размерам. Самый простой, на мой взгляд, способ — это скачать модель человека и подставлять его к каждой из построек. И уже исходя из его размеров, менять размер здания. Хотел бы я сказать, что почти доделал проект, но мне предстояло еще достаточно много работы. Нужно было расставить все здания в нужных местах, создать ландшафт и много чего еще, о чем я уже говорил. И, конечно же, нужно было не забыть создать мелкие дома для местных жителей, которые раскиданы по городу вместе с основными постройками. Но я создаю видео, чтобы их было интересно смотреть, поэтому прямо сейчас мы перейдем к самому главному — городу Инферно в 3D.
Мне все проще и быстрее дается создание трехмерной графики. Если в начале своего пути я бы потратил на такой проект пару месяцев, то сейчас могу уложиться и в пару недель. Очередной раз убеждаюсь, что возможно все, что придет в голову. Главное — это упорство и желание. Напишите в комментариях, какой у вас любимый город в Героях, ведь я уже думаю, какой из них делать следующим. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять Polyroad в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.